Как индийские инженеры пробили гору на высоте 5500 метров, где воздух содержит вдвое меньше кислорода, а температура опускается до -40. Они взорвали 82 тонны горной породы, работая в условиях, где человек теряет сознание через 20 минут без маски. Проект, который мировые эксперты называли самоубийством, превратился в тоннель длиной 9 километров, соединивший две долины Гималаев. Но самое невероятное началось, когда буровые машины столкнулись с тем, чего не показывала ни одна геологическая карта. Буровая установка остановилась на глубине 200 метров внутри горы. Датчики показали аномалию. Впереди пустота размером с пятиэтажный дом, заполненная льдом возрастом более 10 тысяч лет. Главный инженер проекта Раджеш Кумар спустился в шахту лично. Температура внутри держалась на отметке -15, хотя снаружи стоял июль. Ледяная камера образовалась в результате древнего землетрясения, когда трещина в скале заполнилась талой водой и мгновенно замерзла на высоте. Толщина ледяной стены достигала 18 метров. Попытка пробить ее обычными взрывами могла обрушить весь тоннель. Кумар принял решение, которое казалось безумием — нагреть лед изнутри. Процесс таяния растянулся на 43 дня. Команда установила 24 промышленных нагревателя, работающих от дизельных генераторов. Воду откачивали мощными насосами круглосуточно. Каждый час выходило по 12 тысяч литров. Рабочие сменялись каждые 2 часа, потому что при такой температуре и разреженном воздухе организм не выдерживал дольше. На 37-й день произошло то, чего никто не ожидал. Струя воды пробила боковую стенку и хлынула в соседний отсек, где находились 8 человек. Их эвакуировали за 4 минуты, но оборудование на сумму $3 миллиона осталось под водой. Температура упала до -20, вода начала замерзать прямо на глазах, превращая отсек в ледяную ловушку. Инженеры перекрыли поток, установив металлическую заглушку весом 2 тонны. Работа велась в ледяной воде по колено. 3 получили обморожение, 1 сломал руку, когда его придавило смещенной балкой. Но через 6 дней ледяная преграда исчезла. Буровая машина двинулась дальше, углубляясь в толщу Гималаев, где их ждали новые испытания. На высоте 5200 метров человеческое тело начинает умирать. Содержание кислорода в воздухе падает до 11%. Это как дышать через 2 соломинки одновременно. Рабочие теряли сознание прямо у буровых установок. За первые 3 месяца работы медики зафиксировали 117 случаев горной болезни, 23 отека легких и 4 инсульта. Санджай Верма, оператор экскаватора, упал с платформы высотой 6 метров. На обычной высоте он бы отделался переломом ноги. Здесь его сердце остановилось от перегрузки. Организм просто не справился с шоком при нехватке кислорода. Врачи реанимировали его 14 минут, используя портативный дефибриллятор. Верма выжил, но больше никогда не вернулся на стройку. Компания установила кислородные станции каждые 50 метров. Рабочие носили портативные баллоны весом по 4 килограмма, но даже это не решало проблему. При физической нагрузке потребление кислорода возрастало втрое, а баллона хватало максимум на 2 часа. Доставка новых баллонов с базы занимала 40 минут, слишком долго для аварийных ситуаций. Инженер Арун Мехта предложил радикальное решение – построить герметичные рабочие капсулы прямо внутри тоннеля. 8 металлических контейнеров длиной по 12 метров оборудовали системой нагнетания воздуха. Внутри давление поддерживалось как на высоте 2000 метров. Рабочие проводили в капсулах по 6 часов, выходя только для выполнения критических задач. Система работала до февраля 2020-го. Ночью температура упала до -42 градусов. Генератор капсулы номер 5 заглох. Внутри находились 11 человек. Нагреватели отключились, температура начала падать со скоростью 3 градуса в час. Запасной генератор не завелся, дизельное топливо замерзло в баке. Ближайшая рабочая капсула располагалась в 300 метрах. Бригада спасателей добиралась туда 50 минут, пробираясь по обледенелому тоннелю. Когда они открыли люк, 9 человек были без сознания от переохлаждения. 2 так и не смогли спасти. Их тела не выдержали комбинации холода и кислородного голодания. Это были первые погибшие на проекте, но далеко не последние. Гранитный массив толщиной 300 метров преградил путь на отметке 4 километра от входа.
Геологи определили плотность породы — 9000 килограммов на кубометр, почти как сталь. Буровые коронки из карбида вольфрама стачивались за 3 часа вместо обычных 20. Каждая коронка стоила $18 тысяч. За неделю работы потратили 42 штуки. Взрывник Викрам Сингх рассчитал, нужно 120 килограммов динамита на один взрыв. Но на высоте 5000 метров взрывчатка ведет себя непредсказуемо. Пониженное атмосферное давление меняет скорость детонации. Первый контролируемый взрыв оказался в 1,5 раза мощнее расчетного. Ударная волна распространилась по тоннелю на 800 метров, разбив все светильники и повредив вентиляционные трубы. Сингх изменил формулу, снизил концентрацию нитроглицерина и добавил стабилизаторы. Следующие 15 взрывов прошли штатно. Команда продвигалась со скоростью 4 метра в сутки, работая круглосуточно в 3 смены. На 16-й день произошло то, чего не предвидел ни один эксперт. Заряд весом 90 килограммов заложили на глубину 8 метров в скалу. Детонация прошла нормально, но через 12 секунд последовал второй взрыв, в 3 раза мощнее. Скала треснула не вперед, а вбок, образовав трещину длиной 40 метров. Из нее хлынул газ под давлением, метан, запертый в породе миллионы лет. Концентрация метана достигла 7%, критический уровень для воспламенения. Любая искра могла превратить тоннель в гигантскую бомбу. Электричество отключили мгновенно. 320 человек эвакуировали в полной темноте, используя химические светящиеся палочки. Вентиляторы работали на максимуме, выкачивая отравленный воздух. Газ выходил 27 часов. Датчики показали безопасный уровень только на 3-й сутки. Геологи пересмотрели карты. Оказалось, тоннель проходит через древний угольный пласт, о существовании которого никто не знал. Теперь перед каждым взрывом бурили контрольные скважины глубиной 20 метров, проверяя на газ. Это замедлило работу вдвое, но альтернативы не было. Викрам Сингх лично контролировал каждую закладку взрывчатки. Он спал по 4 часа в сутки, проверяя расчеты снова и снова. На 73-м взрыве его формула дала сбой в последний раз. Обрушилась боковая стенка, завалив проход 300 тоннами камня. Расчистка заняла 11 дней. После этого Сингх не допустил ни одной ошибки на оставшихся 216 взрывах. Буровая машина застряла на глубине 6 километров внутри горы. Гидравлика отказала, масло загустело при температуре минус 28. Механик Дипак Шарма полез под машину весом 40 тонн, чтобы заменить шланг. Его кислородный баллон показывал 20 минут запаса. Работа заняла 35. Напарник нашел Шарму без сознания, с посиневшими губами. Пульс 32 удара в минуту, вдвое ниже нормы. Ближайший медпункт находился в 40 минутах ходьбы. Врач Анил Гупта принял решение, которое противоречило всем протоколам, ввел адреналин прямо в сердце. Шарма очнулся через 2 минуты, но его мозг уже получил повреждения от гипоксии. Он забыл имена жены и 2 детей. Память вернулась только через 3 недели. После этого случая ввели правило: никто не работает без напарника с запасным баллоном. Но проблема оставалась. На высоте 5000 метров организм потребляет кислород в 4 раза быстрее. Даже в состоянии покоя сердце бьется со скоростью 110 ударов в минуту. При физической нагрузке до 170. Это как бежать марафон, просто стоя на месте. Рабочие начали засыпать прямо во время смены. Мозг отключался от истощения. Прораб Карим Хусейн заметил, что его бригада из 12 человек совершает по 30 ошибок в час. Забывают затянуть болты, путают инструменты, не могут сосчитать до 10. Тесты показали, у всех когнитивные функции снизились на 40%. Они деградировали до уровня людей с легкой степенью слабоумия. Компания наняла специалиста по высотной медицине из Непала. Доктор Тенсинг Норгей тренировал шерпов для восхождения на Эверест. Он разработал программу акклиматизации. Рабочие проводили первую неделю на высоте 3000 метров, вторую на 4000, и только потом поднимались к месту стройки. В рацион добавили специальные добавки: железо, витамины группы В, экстракт женьшеня. Результат появился через месяц. Количество обмороков сократилось с 8 в день до 2 в неделю. Производительность выросла на 30%, но полностью проблему это не решило. Человеческий организм не создан для жизни на такой высоте. Каждый день работы в тоннеле отнимал у людей здоровье, которое они уже никогда не вернут. Медики фиксировали необратимые изменения в легких, сердце, мозге. Цена этого тоннеля измерялась не только деньгами.
Георадар показал аномалию на глубине 50 метров справа от основного тоннеля. Геолог Прия Малхотра настаивала. Это природная пещера. Руководство решило проверить. Бригада пробурила разведочную шахту диаметром 2 метра. На глубине 47 метров бур провалился в пустоту. Малхотра спустилась первой, закрепленная на страховочном тросе. Фонарь осветил пространство размером с футбольное поле. Стены покрывали кристаллы льда длиной до 3 метров, преломлявшие свет на тысячи радужных бликов. Температура держалась на отметке -9. Пол устилал слой снега толщиной 1,5 метра. Он лежал здесь нетронутым как минимум 15 тысяч лет. Команда обнаружила 3 ответвления, уходящих вглубь горы. Первое закончилось тупиком через 80 метров. Второе привело к вертикальной шахте глубиной 120 метров. На дне шумела подземная река. Третье растянулось на 400 метров и вывело к системе из 7 соединенных пещер. В самой большой нашли скелет, человеческий, судя по строению. Радиоуглеродный анализ показал возраст 3800 лет. Рядом лежали остатки кожаной одежды, костяной нож и деревянная чаша. Древний охотник забрался сюда в поисках укрытия от бури и не смог выбраться. Холод законсервировал его тело, превратив пещеру в естественный морозильник. Открытие создало проблему. По индийским законам любая археологическая находка останавливает строительство минимум на 3 месяца. Проект и так отставал от графика на полгода. Задержка означала потерю контракта на сумму $800 миллионов. Раджеш Кумар принял решение, пещеру замуровали бетоном толщиной 4 метра, скелет остался внутри. Официально его никто не находил, но пещерная система повлияла на строительство. Георадар выявил еще 12 пустот разного размера. Самая большая располагалась прямо на пути тоннеля. Обойти ее означало увеличить длину на 2 километра и добавить год работы. Инженеры выбрали другой путь — построить мост внутри горы. Конструкция из стальных балок длиной 180 метров повисла над пропастью глубиной 90 метров. Опоры закрепили в скальных стенах на глубину 15 метров с каждой стороны. Мост выдерживал вес 300 тонн, достаточно для прохода самой тяжелой техники. Строительство заняло 41 день. 3 рабочих сорвались с высоты, но страховочные тросы выдержали. Один получил перелом позвоночника при рывке. Трос остановил падение так резко, что тело не выдержало нагрузки. Подземный мост стал самым опасным участком тоннеля. Водители проезжали его со скоростью 5 км в час, не глядя вниз. Один взгляд в пропасть, и начинается головокружение от высоты и нехватки кислорода одновременно. 2 потеряли сознание прямо за рулем. Их машины остановили напарники, дернув ручной тормоз в последний момент. Сейсмографы зафиксировали подземные толчки силой 4 балла в 3 часа ночи. Эпицентр находился в 8 километрах от тоннеля на глубине 20 километров. Геологи предупредили, это предвестник крупного землетрясения. Статистика показывала, в этом регионе каждые 7 лет происходят толчки силой 6 баллов и выше. Последнее случилось 6 лет назад. Раджеш Кумар собрал экстренное совещание. Эвакуировать всех рабочих означало потерять 2 месяца работы. Продолжать строительство, рисковать жизнями 400 человек. Кумар посмотрел на график, до завершения оставалось 900 метров тоннеля. При текущем темпе 45 дней. Он принял решение, которое многие назвали преступным — ускорить работу втрое. Количество смен увеличили с 3 до 6. Рабочие проводили в тоннеле по 4 часа вместо 8, но заходили дважды в сутки. Взрывные работы шли круглосуточно, каждые 2 часа новый заряд. Буровые машины работали одновременно с 2 сторон. Темп вырос до 12 метров в сутки. Организм людей не выдерживал. За первую неделю такого режима госпитализировали 23 человека. Инфаркт, инсульт, отек мозга, полный нервный срыв. Врачи умоляли остановить работу. Кумар отказал. Контракт стоил слишком дорого, а его личная репутация была на кону. На 14-й день произошло то, чего все боялись. Толчок силой 5,5 баллов в 2 часа дня. Внутри тоннеля находились 138 человек. Потолок начал осыпаться. Куски породы величиной с холодильник падали с высоты 6 метров. Один раздавил экскаватор вместе с кабиной. Оператора извлекли через час. Он был мертв уже 20 минут. Трещина длиной 30 метров разрезала пол тоннеля. Ширина достигала 1,5 метров в самом широком месте. 3 человека упали в разлом глубиной 8 метров. Одного вытащили с переломом обеих ног. Второй сломал позвоночник, он остался парализованным ниже пояса. Третий разбил голову о выступ скалы и умер до прибытия спасателей. Эвакуация длилась 40 минут.
Афтершоки продолжались каждые 15 минут. Последняя группа выбралась за 3 минуты до обрушения входной секции. 200 тонн камня перекрыли выход. Если бы задержались еще на минуту, все 138 человек оказались бы замурованы заживо. Расчистка завала заняла 5 дней. Работали снаружи, входить внутрь было самоубийством. Сейсмологи давали 30% вероятности повторного толчка в ближайшую неделю. Но Кумар не мог ждать. Контракт предусматривал штраф $1 миллион за каждый день просрочки. Через 6 дней работы возобновились. Еще 7 рабочих написали заявление об увольнении. Их заменили новыми людьми за сутки. Желающих заработать на опасной работе всегда хватало. Буровая машина пробила последний метр скалы в 6 утра 12 октября 2021 года. Луч света ударил в лицо оператору Махану Редди. С другой стороны горы навстречу шла 2-я бригада. 2 команды работали с противоположных концов 3 года 2 месяца и 17 дней. Расчетная точка встречи — центр тоннеля, 4,5 километра от каждого входа. Георадар показывал расстояние между командами — 8 метров породы. Инженеры проверили координаты трижды. Отклонение от оси составило 12 сантиметров. Это означало почти идеальную точность на дистанции 9 километров сквозь гору. Погрешность меньше 0,1%. Последний взрыв готовили с особой тщательностью. Заряд весом 30 килограммов заложили точно по центру оставшейся стены. Обе бригады отошли на безопасное расстояние — 200 метров с каждой стороны. Викрам Сингх лично проверил детонатор. В 9 часов утра он нажал кнопку. Взрыв оказался мощнее ожидаемого. Ударная волна выбила временные перегородки на расстоянии 100 метров. Пыль поднялась столбом до потолка, видимость упала до нуля. Вентиляторы работали на максимуме 20 минут, прежде чем воздух очистился настолько, что можно было войти. Редди шел первым, освещая путь мощным прожектором. Завал из обломков породы высотой 2 метра перекрывал проход. Но сквозь щели пробивался свет, фонари бригады с другой стороны. Голоса людей эхом отражались от стен. Расстояние между командами сократилось до 4 метров камня. Разбор завала занял 7 часов. Работали вручную, техника не проходила в узкий проход. Куски породы передавали по цепочке назад. Пыль въедалась в легкие даже сквозь респираторы. В час дня Редди убрал последний камень. Перед ним стоял Аджай Патель, бригадир 2-й команды. Они пожали руки сквозь дыру диаметром полметра. Проход расширили до 2 метров к вечеру. Первым сквозь гору прошел Раджеш Кумар. Он стартовал от южного входа и вышел к северному за 23 минуты. Путь, который раньше занимал 8 часов по горному серпантину, теперь сокращался до получаса. Тоннель работал, но радость длилась недолго. Инспекция обнаружила 217 критических дефектов. Трещины в бетонных перекрытиях, неправильно установленные опоры, участки с недостаточной вентиляцией. На устранение требовалось минимум 4 месяца. Срок сдачи проекта истекал через 6 недель. Кумар понимал, штрафы разорят компанию. Он принял последнее отчаянное решение — работать над исправлениями уже после официального открытия. Это нарушало все строительные нормы, но выбора не было. Слишком много денег, репутаций и человеческих жизней было вложено в этот проект, чтобы останавливаться в шаге от финиша. Инспектор правительственной комиссии Рави Шастри прибыл без предупреждения в 5 утра 23 ноября. Он привез команду из 8 экспертов и приказ проверить каждый метр тоннеля. Раджеш Кумар понимал, если обнаружат дефекты, проект закроют на полгода. Компания объявит банкротство через 2 месяца без оплаты по контракту. Шастри начал с северного входа. Первые 2 километра прошли без замечаний. На 3-м километре его эксперт по бетону Джитендра Рао остановился у опорной колонны номер 127. Он постучал молотком, звук был глухим, неправильным. Рао достал буровой инструмент и взял пробу на глубину 20 сантиметров. Бетон крошился в руках, как песок. Анализ показал, прочность в 3 раза ниже нормы. Кто-то сэкономил на цементе, разбавив смесь избыточным количеством воды и песка. Колонна держала вес в 200 тонн горной породы над головами. Расчетная прочность — 800 тонн. Запас прочности испарился, любой подземный толчок обрушил бы этот участок. Шастри приказал проверить все 384 колонны. Работа растянулась на 12 дней. Результат оказался катастрофическим. 109 колонн не соответствовали стандартам.
Почти треть несущих конструкций была бракованной. Тоннель представлял собой смертельную ловушку. Кумар вызвал подрядчика по бетонным работам Викаса Гупту. Тот признался, экономил на материалах последние 8 месяцев. Разница в стоимости составила $4 миллиона. Деньги ушли на покрытие долгов его компании. Гупта понимал риск, но надеялся, что тоннель простоит достаточно долго, чтобы претензии предъявить было некому. Шастри поставил ультиматум: либо замена всех дефектных колонн, либо проект закрывается навсегда. Замена требовала демонтажа участков тоннеля. Это означало год дополнительной работы и $200 миллионов расходов. Денег в бюджете не было. Кумар нашел другое решение. Инженер-конструктор Ашок Верма предложил систему усиления, стальные обоймы вокруг каждой слабой колонны, металлические цилиндры высотой 3 метра и толщиной стенки 5 сантиметров. Их приварили к существующим колоннам, создав дополнительный каркас. Прочность выросла в 4 раза. Работа шла круглосуточно, сварщики трудились в 3 смены по 8 часов. Температура от сварочных аппаратов поднималась до плюс 40 градусов. В тоннеле, где и так не хватало кислорода, люди падали от теплового удара каждые 2 часа. За 20 дней госпитализировали 34 человека. 4 декабря в час ночи приварили последнюю обойму. Шастри провел финальную проверку. Нагрузочные тесты показали, конструкция выдерживает 1200 тонн. Запас прочности восстановлен. Но Шастри обнаружил еще одну проблему. Вентиляционная система работала только на 60% мощности. В случае пожара или утечки газа люди задохнутся за 15 минут. Времени на исправление оставалось 3 суток до официального открытия. Инженеры работали 72 часа без сна. Они демонтировали старые вентиляторы и установили новые, немецкие турбины промышленной мощности. Каждая весила 2 тонны и перекачивала 80 тысяч кубометров воздуха в час. 12 турбин разместили по всей длине тоннеля. Систему запустили за 4 часа до церемонии открытия. 7 декабря 2021 года премьер-министр Индии Нарендра Моди перерезал красную ленту у южного входа. Первый конвой из 15 автомобилей прошел тоннель за 18 минут. Путь, который раньше занимал 8 часов по опасному горному серпантину, сократился в 26 раз. Зимой, когда перевал закрывало снегом на 7 месяцев, этот маршрут становился единственным. Тоннель соединил долину Ладах с остальной Индией круглый год. Военные получили возможность перебрасывать технику к границе с Китаем за часы вместо дней. Местные жители — доступ к больницам и школам без риска застрять в снежной буре. Туристы — маршрут к высокогорным монастырям, которые раньше были отрезаны полгода. Стоимость проекта составила $1 миллиард 200 миллионов. Изначальный бюджет планировали в 400 миллионов, перерасход в 3 раза, сроки сдвинули на 2 года. Официально погибло 19 человек, неофициально — 32, еще 107 получили инвалидность. 243 страдают от хронических заболеваний легких и сердца, приобретенных на высоте. Раджеш Кумар получил национальную награду за инженерные достижения. Его компания заработала $180 миллионов чистой прибыли. Викаса Гупту, подрядчика с бракованным бетоном, посадили на 8 лет. Викрам Сингх, взрывник, ушел на пенсию в 42 года. Его легкие работали на 30% из-за постоянного вдыхания каменной пыли на высоте. Тоннель Аталь длиной 9 километров на высоте 5200 метров стал самым высокогорным автомобильным тоннелем в мире. Он обогнал китайский тоннель Мила на 300 метров по высоте и норвежский Лердаль на 2 километра по длине. Инженеры пробили Гималаи там, где европейские эксперты говорили, что это невозможно технически и самоубийственно физически. Каждый день через тоннель проходит 3000 автомобилей. Водители включают фары и едут сквозь гору, не задумываясь о цене каждого метра этого пути. О людях, которые задыхались, замерзали, падали и умирали, превращая безумную идею в реальность. О том, что человеческое упорство иногда сильнее законов физики и здравого смысла. Гималаи стояли здесь 50 миллионов лет. Индийские инженеры разрезали их за 3 года.